Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю торт «Чародейка». Вот есть в этом торте какая-то магия, какое-то чародейство, поскольку по своей сути это торт просто простейший. Обычный классический бисквит, заварной крем и глазурь. Торт даже особо не украшался. Ну что может быть проще? Но тем не менее торт очень популярный, очень любимый, его многие знают и любят. Вот магия, да и только. А для меня эта магия проявляется еще и в том, что рецептуры этого торта практически нигде нет. Ни в учебниках кондитера, ни в кондитерских справочниках, нигде. Поэтому все его готовят немного на свой манер. В этом видео я покажу свой любимый рецепт. Давайте готовить. Для основы нам понадобится испечь бисквит. Для бисквита я возьму 4 средних яйца, 120 грамм муки и 120 грамм сахара. Классическому бисквиту посвящено отдельное видео. Ссылку поставлю в описании под этим видео, поэтому можете зайти и посмотреть там обо всем подробно. Ну а здесь быстро и коротко. В чашу миксера разбиваем 4 яйца, не разделяя на белки и желтки. Сюда же всыпаем сахар и взбиваем до плотности рисовальной массы. То есть до такого состояния, когда след, оставленный на поверхности теста, не стекается сразу, он остается видимым в течение нескольких секунд. Затем аккуратно вмешиваем муку складывающими движениями, лопаточкой. Двигаемся снизу вверх от краев к центру. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для торта диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить для того, чтобы бисквит вышел ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Обычно бисквит печется 30-40 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме оставляем на решетке и даем подостыть. Охлаждать бисквит можно в перевернутом виде, для того, чтобы верх бисквита не проседал. Когда бисквит полностью остынет, его можно будет вырезать из формы. Разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 4-5 часов после выпечки. Разрезаем бисквит вдоль пополам. Как вариант, бисквит можно разрезать на 3 коржа, но обычно его режут просто пополам. Для заварной основы крема нам понадобится 300 мл молока, 1 среднее яйцо, 80 грамм сахара, 30 грамм либо муки, либо крахмала, пакетик ванильного сахара, вес пакетика 8 грамм, у меня ванильный сахар с натуральной ванилью или полстручка ванили, щепотка соли. Готовить заварной крем я буду на сливках, так он, на мой взгляд, получается нежнее и вкуснее. Но вы вместо сливок можете взять сливочное масло. Я возьму 150 мл 35% сливок для взбивания, 50 грамм сливочного масла и 20 грамм сахарной пудры. С пудрой я взобью сливки. Для заварной основы смешиваем муку либо крахмал с половиной всего сахара. Слегка взбиваем яйцо. Добавляем мучную смесь. Размешиваем. Если вдруг получилось густовато, можно добавить немного холодного молока. Молоко берем из общей нормы. Все оставшееся молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же кладем оставшийся по рецепту сахар, ванильный сахар, соль. Ставим на плиту и доводим до кипения. Следим, чтобы сахар полностью растворился. Тонкой струйкой вливаем горячее молоко в взбитую яичную смесь. Вливаем примерно половину всей нормы. Затем при постоянном интенсивном перемешивании вливаем яичную массу в горячее молоко, ставим на плиту и варим до загустения. Варим при постоянном интенсивном перемешивании. После того, как масса загустеет, варим ее еще буквально 1 минуту, для того, чтобы мука или крахмал успели провариться и не ощущались в готовом креме.
Вот такой крем у нас получился в результате. В горячий крем кладем сливочное масло и размешиваем, чтобы масло полностью соединилось с кремом. Переливаем крем в отдельную миску, накрываем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, в контакт, для того, чтобы под пленкой не образовался конденсат. И убираем в холодильник, чтобы крем хорошо охладился. Для пропитки торта я приготовлю сахарный сироп. Для этого возьму 3 столовые ложки воды, 2 столовые ложки сахара. Воду с сахаром доведу до кипения и поварю буквально полминуты. Даю остыть, и пропитка готова. При желании в холодную пропитку можно добавить столовую ложку коньяка. Остывшая заварная основа будет заметно гуще. Для удобства я переложу в большую по объему миску. Достаем из холодильника сливки. В очередной раз напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, держите сливки в холодильнике. Всыпаем сахарную пудру и взбиваем сливки до устойчивого состояния. Если вы будете готовить крем на сливочном масле, то вы берете вместо сливок и 50 грамм сливочного масла, которое мы добавили в заварную основу, 200 грамм сливочного масла. И сначала взбивайте сливочное масло, и затем постепенно к нему добавляете заварную основу. В моем случае я буду к заварной основе постепенно добавлять взбитые сливки. Сливки буду вмешивать лопаточкой. Аккуратными складывающими движениями, примерно так же, как мы замешивали бисквитное тесто. Крем на сливках получается очень легким, очень вкусным. Он более мягкий, но, на мой взгляд, торт от этого только выигрывает. Вниз торта я положу верхний корж, поскольку нижний корж, как правило, ровнее. Он у меня будет сверху. Корж пропитаю. Степень пропитки на ваше усмотрение. Можно пропитать сильно, можно слегка. У меня мягкий крем на сливках, поэтому моя пропитка будет очень умеренной. Выкладываем крем, разравниваем. Пропитываем второй корж. Пропитываем со стороны среза. И выкладываем сверху. Торт пока убираем в холодильник. Покрывать торт я буду шоколадной глазурью. Для этого я возьму 100 грамм шоколада и 60 грамм сливочного масла. Шоколад и сливочное масло очень аккуратно прогрею до однородной массы. По правилу нужно нагревать на водяной бане, чтобы шоколад не перегреть. Но я обычно нагреваю в микроволновой печи, но только коротко, пульсами, буквально включила и выключила. Если вдруг глазурь получилась густой, можно в нее добавить немного жирных сливок. Выливаем глазурь сверху, разравниваем и убираем торт на несколько часов в холодильник. Глазурь должна застыть, торт должен хорошо пропитаться. И наш торт готов. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.